В этом видео с этого момента и начинается весь движ. Вот называется «Услышьте два мнения и сделайте выводы». Вопросов к таким людям у меня просто дохренища. В какой момент звероподобные герои превращаются во всеми ненавистных фурий? Я еще не готова к рассвету моего творчества. Ну и неожиданный поворот. А почему же люди создают свои миры и вселенные? Угунь и тяфонь, дорогие советки. В последний момент и даже с огромным опозданием я сделала тематическое видео на эфирский месяц критики, который подошел к концу. Сейчас начались зимние воспоминания на эфире, и по идее в приоритете стоят другие тематические видео, а реакции и обзоры уже должны переноситься на следующий год. Но у меня резко активизировались критики в аудитории. Вот она, малая растущая популярность. Я ожидала этого и, в принципе, смогла морально подготовиться. А положение у меня сейчас такое. Один из моих совят, Аура Фостер, отснял уже 2 трехчасовых стрима с реакцией на мой контент. И мимо такого мне очень сложно пройти. Все-таки такой формат среди фан-творчества моей аудитории я вижу впервые. А инициативу эфирочка любит. Поэтому я делаю эту реакцию прямо сейчас. Нет смысла ждать следующего месяца критики на эфире, ведь ложка дорога к обеду. Материал просто утратит свою актуальность. Пока я не знаю, сколько частей будет на эти стримы, но по ходу моей ответной реакции думаю, что вопрос решится. Так как эти стримы просто гигантские по своей длительности, и в них очень много авторских отступлений, я буду давать свою реакцию только на самые важные моменты, на мой взгляд. Полетели! Эфир «Темные времена». Понятия не имею, что значит «темные времена», но если я узнаю, то... Наверняка вы заметили, что с недавних пор на шапке моего канала под моим логотипом начали появляться странные загадочные надписи. Так что же они значат? А они указывают на то, какое эфирское время года сейчас идет. В моем Амино есть статейка. Кто хочет запариться над этим вопросом, может ознакомиться. Давайте вначале знакомимся с описанием, потому что YouTube изменяет свои эти дебильные правила, и теперь у нас все это вот так вот, на самом деле не очень-то удобно, но кому не похуй. Поэтому, когда я подрасту, я создам свой мир, и назову волшебный грез эфир. Волшебный мир, где царит гармония и мир. На самом деле, много хочется, ладно. Послание от автора, Дарейка Эфирка. Меня зовут Дарья, известный человек Эфирка. Я художник, начинающий аниматор. Рисую диджитал. Именно благодаря этому человеку я сейчас вспомнила, что мне не мешало бы обновить текстовое оформление канала. Кстати, интересно, что это за пятна у Эфирки? Я серьезно, мне до сих пор... Есть ли какая-то история этих пятен? Это мои, так сказать, родимые пятна. Я с ними родилась, и вот такая особенность есть у моего тела. Помеченная нафиг. Из моего окружения делятся на 2 типа. Те, кто восхищаются цветом моих волос и считают его очень красивым, а вторые — это те, кто считают меня однозначной ведьмой. А цвет... За что считать ведьму просто человека и рыжего человека? Это же какой-то расизм. Запомните эти слова про цвет волос, мы потом про это вспомним. Конечно, можно попытаться создать похожий оттенок, но он все равно не будет так сиять, как настоящий. Интересно, вот кто вот это вот такая... Просто интересно. Я знаю, что это может быть просто какой-то левый персонаж, но... Я люблю преподать хуя, Вообще, я нарисовала эту девку, чтобы показать эффект открашенных волос и натуральных. Но сейчас я подмечаю, что чем-то она напоминает Кукушкину. Получается, я тогда предсказала ее появление. И когда рисунки из прошлого стали сбываться как предсказания, будто все пророчество было ненароком оставлено в прошлом. А также за год я умудрилась развить свой сериал.
Видите, у меня год. Только вот он сегодня никак не выйдет, потому что у Дарьи сейчас другие планы. Вообще, что мешает Дарье просто взять и делать эти проекты параллельно? Я как-то с фанфиками этого добиваюсь. Очень А чё не говоришь, что у меня бомбит, когда у меня нет бомбит у меня? Сову мне в зад. Мне кажется, эта реакция сейчас превратится в вопрос-ответ от эфирки. Скажу вам так. В том-то и прикол, что проекты заморожены по причине того, что невозможно их делать параллельно с работой над каналом. Я буквально сплю по 5 часов. Я все свое свободное время всаживаю на взаимодействие с каналом и творчество. На данный этап моей жизни я просто не могу себе этого позволить. Простите, но я хочу дать своим проектам достойную реализацию. И, знаешь, Фостер, труд над всем этим даже близко не стоит с написанием фанфиков. нам нужно. Во-первых, нам нужно знать ее рост. Ну также там же вроде указано, что около 250 грамм. 250 грамм. 250 грамм? Ну вы, судари, махнули. Я понимаю, что это оговорка, но она такая абсурдная. Не, ну а что? Если автор стрима в шутку стебет меня за мои пролеты, то я не откажусь себе в соблазне улыбнуться из его промахов. Конечно. Да естественно, блин, это всеми неизвестный Мил. 3, что он довольно. Блять. Привет. Извиняюсь, я с котом игрался. Вдруг тихонько скрипнула дверь. Явился Мью, отвесил мне звездулей. С этого момента и начинается весь движ. Если ранее Фостер так спокойненько вел реакцию, иногда с юморком подстябывал, то с появлением Мью на стриме вся ламповая атмосфера исчезла. Немного расскажу о том человеке, чтобы мы все понимали, с кем имеем дело. Он не знаком с моим творчеством и не знает от слова совсем, кто я такая. Учитывая этот факт, я буду ко многим его высказываниям относиться снисходительно. Не любит антропоморфных животных, начинающих творцов, а также сюжеты, которые они создают. Но не спешите обнажать свои клыки и когти. Сама я спокойно отношусь к его мнению, тем более после стрима мне дали понять, что Мью нормально относится ко мне как к человеку, но, цитирую, мое творчество для него кал говна. А теперь я продолжу давать свои комментарии к стриму. Ой, перенести! Я уже всех людей собрал. Подожди, в смысле всех людей. Прямом. Да похуй! Погнали, там еще чел один мертвый. Так мы узнали, что из-за обзора на меня оборвалась чья-то катка. Да, неловко вышло. Она рыжая души пиздец. Это еще и бездушный человек. Помните, что я говорила про цвет волос? Вот называется «Услышьте два мнения и сделайте выводы». Это же будет просто смешно такое. Находит эта вот девочка, ЖЖ. Бородатый мужчина, толстый, 30 лет. Вот это вот твою реакцию, да? Такой заходит. Ща посмотрю. А там обсуждает какую-то хуйню. Вот ё-моё! Люди, которым каким-то образом не похрен на мой возраст, в эфирской аудитории делятся на 3 типа. Те, кто считают, что я даже паспорт не получила из-за моего реально детского и писклявого голоска. 16-17 лет. Почему-то наиболее распространенная группа, и виной всему возраст моей 2D-оболочки. И каким-то шишом есть такие, которые то ли по рофлу, то ли на полном серьезе думают, ну вы поняли по моменту из стрима. Вопросов к таким людям у меня просто дохренища. Хотя тут надо спрашивать, какой она наркотик употреблял, что это создать. Черника северная. Прикольная штука, попробуй. Ревенж прижала к стенке под угрозой, что...
Лучше такого не говорите, иначе выпустят фанфики. Да после первых фанфиков по обоим моим проектам мне уже ничего не страшно. Да, кстати, этот человек, Фостер, сам уже успел написать фанфик по моему творчеству. Пока он все еще не завершен, но чует моя монета, что он тоже не получит шанс на открытую публикацию в моем комьюнити из-за эфирской цензуры. А почему ты меня на стрим Суперкоровы не позвал? Я в Суперкорову прошел полностью. На 100%. Стопе. Человек не переносит на дух антропоморфных животных, но при этом сожалеет из-за стрима Суперкоровы, да еще и прошел ее полностью сам? Вопрос. В какой момент звероподобные герои превращаются во всеми ненавистных фурий? Вот где эта грань? Почему люди не плюются в тех же Барбоскиных или Лунтика, где вообще антропоморфные насекомые? Объясните мне, что да как? Я, честно, а почему дети, подростки, так им нравится человекоподобный животный? Скажу, почему именно мне лично нравится больше рисовать животных, а не людей. Вообще, я не люблю реализм. И не потому, что я не умею его рисовать. Академической живописью и рисунком вроде владею. Да, знаю, это не совсем одно и то же, но суть здесь в другом. Как бы сказать так, чтобы меня поняли верно. Причина такая, что я не вижу смысла в том, чтобы воплощать на собственных работах еще одну реальность. На мой взгляд, конкретно в моем случае, творчество дано для воплощения того, чего не может существовать в реальном мире. Я, конечно, яро не плююсь. И при надобности или редком желании нарисую человека. Все-таки я не настолько радикальна. Но, тем не менее, я придерживаюсь мнения, что человек сам по себе обладает довольно нелепыми пропорциями. Серьезно, не будь у нас разума, мы бы давно вымерли из-за наших физических особенностей. И еще. Я все-таки сейчас стараюсь хотя бы частично опираться на анатомию и закономерности реалити. Можно выразиться и так. Ищу гармоничный баланс условной правильности и стилизации с преимуществом второго. Это у нас далматинец. А я думал, это черепашка-ниндзя, которая мутировала и превратилась в амбициозную, умственно отсталую собаку. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. На следующем стриме подобного реакционного контента я приду, начну жестко все материть, на меня авторша снимет видос типа «Наси!» И в итоге меня все фуриками будет. Да, в 2021 году я порастроилась, скорее всего. Так как тогда я была все еще ранимой, и у меня оставался частичный ПТСР из-за событий 2020 года. Сейчас, кстати, тоже доля его сохранилась во мне. По этой причине я и трясусь за свою анонимность, пытаюсь скрывать свой жизненный статус и яро бомблю, когда люди начинают говорить о моем возрасте. И как же я рада, что я не выстрелила в 2021. Да потому, что я просто бы не справилась с популярностью. Я бы потерпела тотальный крах, когда у меня начались жизненные трудности. А чем выше забрался, тем больнее падать. И на сегодняшний день я поняла, что я еще не готова к рассвету моего творчества. Он, я полагаю, когда-нибудь случится. Однако в ближайшие 4 года моему творчеству лучше развиваться в таком же тихом темпе, с которым я иду в настоящем, и оставаться в малоизвестном кругу совят. Я хотя бы морально успею к этому подготовиться, а также прокачаю свои навыки. Да и мне в последнее время кажется, что мое творчество не для больших охватов. Или, возможно, я так думаю пока что из-за собственных страхов. Но вернемся к основной теме. Как вы видите, несмотря на кучу засеров в мой адрес, я спокойно отношусь ко всему происходящему.
И поверьте, я вам просто не показываю его самые ужасные слова. Ведь не хочу, несмотря ни на что, выставлять этого человека в плохом свете. Не в моих принципах такое делать. Все равно будете хуже меня. 300 раз. А, я... Вообще не люди. Немного юморного стёба в ответочку. Конечно, мы не люди, ведь мы... Обязательно же было добавить 20 тысяч эффектов говна, чтобы текст абсолютно не читался. И, кстати, я, кстати, это тоже подмечал. Она еще и там коды поставила. Кому нужны там? 37 лайков. Согласна с этим замечанием. В конечном счете, я уже в 2021 понимала, что налажала. И по этой причине, чтобы хоть как-то искупить свой пролет, я и сделала тайм-коды с подписями. Что у нее со спиной? Почему она анорексичка? На эти вопросы мы никогда не получим ответ. А вот я возьму и дам вам ответ. Ревенж – тень. И конкретно в этой форме, спойлер, но у нее будет несколько стадий и форм, она вообще может искажать свою оболочку под любую форму. Ну и неожиданный поворот. Я и Ревенж – каноничные анорексички. Вот где отражается реальность на моем творчестве. А, я понял, это... Она в коме сидит. Все, Ой. я наблюдаю фантазии, это шарик состеряет и умственный прогресс. Ну, почти, но нет. Спойлерить не буду. Итак, приступим. Как пришла идея создать ЛЧ? Что такое ЛЧМ? Лагерь смерти, это сокращенно. А Лагерь черной мести. Лагерь черной мести. Выучите это определение. В чем прикол твоей мести? Объясни, пожалуйста, просто говорите месть. Вы понимаете, что такое месть? Месть — это действие, когда ты совершаешь плохой поступок или среднего качества поступок, потому что другой человек совершил по отношению к тебе, возможно, или по отношению к кому ты дорог, другой поступок, который тебя не удовлетворил. Вот что такое месть. Или месть можно стакать так же, как и ты, так же, как и браньку. Ты сидишь и такой, типа, ты плохой, нет, ты плохой, и так стакать до бесконечности месть, получая силы. Что такое определение мести? Это энергия. Это, не знаю, просто слово месть. Как может месть что-то быть? Это просто действие. Оно может происходить как физически, так и психически. Какая здесь месть? Какая-то, нам как-то еще не полностью раскрыли. На этот вопрос я ответила, к слову, уже на втором стриме, где принимала, если можно так выразиться, косвенное участие, общаясь с реакционерами в чате во время процесса. Я, честно, не понимаю, зачем создавать вселенную, если она у тебя не прописана. Типа, а почему, я не понимаю, зачем люди скрещивают своих персонажей с какими-то другими, из других вселенной? Не интересно ли все продумать самостоятельно? Да, можно использовать уже заготовленные ходы. Ну так вот, зачем? Позвольте вновь развернуть мне ответный монолог. Вопрос на самом деле крайне странный. Начнем с того, что все в нашем мире начинается из пустоты. Философия в чате. Любая сущность или предмет в самом начале пути будет неполноценным. Знаменитая цитата «Все великое когда-то начиналось с кусков». Кто сказал, что творчество – это легко? Отсюда вытекает ответ на вопрос, а почему же люди создают свои миры и вселенные? Вопрос риторический, но все ответы объединяет одно – тяга человека к прекрасному. Люди, а в особенности дети, вдохновляются своими кумирами, любимыми мультфильмами и тоже хотят создавать подобное. И подростковые годы на самом деле идеальное время, чтобы начать свою творческую деятельность. Да, она будет корявая, не прописанная, в ней будет куча ошибок, но тем не менее, если человек не бросит свое дело, то, может быть, в будущем его творение станет по-настоящему прекрасным. Повторю, мы не рождаемся с талантом, мы его приобретаем в течение жизни. И глумиться над стараниями и начинаниями любого человека в любом деле, я считаю как минимум глупо, а как максимум бестактно и неприемлемо. Проспойлерю немного ход событий.
В конце концов, Мью на втором стриме, в котором они затронули мои видосы нашего времени, признал, что у меня улучшился скилл. Но было бы то, что мы имеем сейчас, если не было того, с чего я начинала. Признаюсь, после первого просмотра стрима я хотела скрыть некоторые свои старые ролики, однако тут же опомнилась. Ведь зачем мне подстраиваться под чужое мнение и требования, если я сама люблю и горжусь своим ранним творчеством? Так что обращаюсь к начинающим творцам. Не бойтесь и творите в свое удовольствие, без всяких загонов. И не ждите момента, когда вы достигнете условного идеала. Начинайте сейчас. Но помните, не все люди отнесутся к вам доброжелательно. Всем понравится и невозможно. Просто знайте это и не воспринимайте все близко к сердцу. И главное, не ведитесь на провокации. Враждебное поведение со стороны критикующих людей говорит не о том, какие вы плохие, а показывает личные качества того человека. Люди не от счастливой жизни так поступают. Вот такой советик от меня вам, совятки. Думаю, на этом заключении лучше всего и закончить мою реакцию. Я все еще сомневаюсь, стоит ли на оставшуюся часть стрима делать реакцию, а также на второй стрим, уже с моим фоновым участием. Но если вы дадите мне знать, что вам это интересно, то я задумаюсь над вопросом о создании следующих частей. А с вами была Дарика Эфирка, вы были на канале Эфир, и до связи! И держите у себя в голове. Берегите свои нервы от